Когда в нашей игре появились личные боевые задачи, вопрос был всего один. Что я за них получу? И, будем откровенны, ответ частично порадовал. 2 ПТ и Т-55А мало кого интересовали, а вот объект 260 – другое дело. За него стоило страдать. Он практически не имел недостатков. Многие до сих пор мечтают обладать этой машиной. И вот теперь в игре появился Т-22 средний. Стоит ли за него попотеть? Узнаем. Если вы играли хоть на одном советском среднем танке 10 уровня, то, скорее всего, вы уже имеете представление о любом советском среднем танке 10 уровня. Эти машины универсальны. Они могут и танковать, и светить, и раздавать урон. У них нет явных минусов. Но и чем-то выдающимся они не удивляют. Это не немцы, которые являются признанными снайперами, и не ботчат, который забирает с барабана любого одноклассника. Нет, они самые что ни на есть универсалы. Но зачем нам еще один? Вот серьезно, на первый взгляд Т-22 такой же СТ, как остальные. Выглядит примерно так же, максималка 55 км в час. В чем разница-то? Орудие? Да нет, обычное советское орудие. Чуть хуже скорострельность, чуть лучше точность, но с большего да наплевать. Они одинаковые. Разница в броне. По цифрам этого нельзя узнать, ведь они у всех 5 очень схожи. Но стоит присмотреться, и мы понимаем, что Т-22 по броне намного ближе к 7-му ИСу, нежели к любому среднему танку. Причудливая форма корпуса делает Т-22 не просто необычным, а поистине уникальным. Да черт возьми, это единственный СТ со щучьим носом и фальшбортами. И если полезность первого можно поставить под сомнение, то вот экраны — это не просто хорошо, это отлично. Они все так же эффективны против кумулятивов, позволяют вытанковывать самых опасных противников и... В таком положении Т-22 способен сдерживать Ягдпанзера Е-100, а это явно чего-то достоит. Конечно, без уязвимости не обошлось. Например, он пробивается в верхний бронелист или в маску орудия. И опытные игроки раскусят это сразу, но можно сделать ход конем. Обратный ромб, как у ИС-3. Это первый и единственный СТ, который использует этот метод. И не просто использует, а делает это эффективно. Вот 15 ваффентраггеров, а это ИС-7. Сколько он продержится против них? 20 секунд? Минуту? Делайте ставки, сейчас увидим. А теперь повысим ставки. Ваффентраггеры на голде. 15, черт возьми, ваффентраггеров на голде. Сколько теперь ИС-7 продержится? Давай, дружище, танкуй! Тяж мгновенно лопается. Видите, куда снаряды влетают? Можно сказать, это черная полоса в жизни 7-го ИСа. А вот теперь очередь Т-22. 75 попаданий, 42 тысячи потенциального урона. И какой результат? Они поцарапали ему краску. Средний танк лучше 7-го ИСа броней. Вопросы? Конечно, ловить рикошеты и непробитие всегда хорошо. Этот коктейль из вражеской беспомощности и собственного величия. Мы его знаем, ценим, любим, но... во все это великолепие всегда вмешивается беспощадная логика. Ведь танки, они какие? Там, где не пожалели брони, там же не доложили динамики. И здесь здравый смысл подсказывает, что если Т-22 крепче своих братьев, то он должен быть и медленнее. Ну вот, смотрите, загоним наших советов куда-нибудь на гору и... Так, что происходит? Т-22 впереди планеты всей. Что за дела? Не, ну он реально быстрее. Вот в чем секрет.
Мощность двигателя в 750 лошадей. Это не просто лучший показатель среди советских средних танков. Это как у ИСа-4. А так как масса всех советских средняков примерно одинаковая, мы получаем самый маневренный советский СТ с удельной мощностью больше 20 лошадей на тонну. В любом спринте, гонке, тесте поворотливости и всем, что маломальски связано с динамикой, Т-22 будет лучше. Конечно, прям ощутимую разницу прочувствовать сложно. 22-й не станет новым Батчатом или CDC, но добраться в начале боя до ключевой позиции быстрее своих советских товарищей он сможет. Тем более, что ему есть что там делать. Т-22 танк, если не первой линии, то уж как минимум полуторной. Его броня позволяет сдерживать первые самые резвые силы соперника. Тот же Батчат, который любит топить вперед, нарвется на Т-22, расстреляет свой барабан в пустоту и несколько раз получит. А там, гляди, и настоящие танки первой линии подтянутся. Вообще, Т-22 объективно хорош. У него нет ярких недостатков, хотя бы потому, что он очень схож с такими легендарными машинами, как 140-й и Т-62А. Более того, он их превосходит практически во всем. У него лучше динамика, броня, меньше уязвимостей. Блин, да он просто лучший советский СТ. Но давайте на чистоту. В чем же подвох? Мы все знаем, что невозможно быть одинаково красивым, успешным и талантливым во всем. Где ложка дегтя? Где то, что станет его изъяном? Ответом является сам Т-22. Можно долго рассуждать о его ПТХ или полезности, насколько на нем комфортно или некомфортно играть. Но главный вопрос остается всегда неизменным. Как его получить? С Т-22 все непросто. Личные боевые задачи в режиме бой до последнего. Придется пройти их все. И это, скажу я вам, ни разу не просто. Для большинства это будет и вовсе мучительно, но результат того стоит. Т-62А. Объект 140, объект 430 и объект 907 отличаются друг от друга так же, как один пингвин от другого. И Т-22 очередной пингвин, но императорский.